Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я хочу вам показать агланемы, которые ко мне шли в течение 2 недель. Это были 3 разных посылки. Я думал, я сначала сделаю вам распаковки, совмещу их, но нет. Знаете, настолько была большая разница между появлениями этих растений у меня, что и появлялись они во столько разное время, и было настолько неудобно снимать, что я вот уже все посадил. И сейчас вам немного о них расскажу и всех покажу. И покажу также одно растение, которое не является агланемой, но я его привез совершенно недавно из моей поездки на соседний остров Тенерифе. Кстати, оттуда тоже будет очень интересное видео в будущем. Как найдется время, у меня его озвучить. Итак, начнем. Первая агланема. 4. Они ко мне шли из Барселоны. Все, кто не знает, я живу в Испании, на островной ее части. Это всегда большая проблема. Так вот, первые 4 агланемы ко мне пришли из Барселоны. Шли они 4 дня. Это очень быстро. Для нас это очень быстро. Все они были в транспортировочных горшочках, уже пересажены мной, так сказать, в новые горшки. Это первое, это White Joy. Опять-таки называю название, под какими они пришли ко мне. Небольшая агланема с небольшой корневой системой, на самом деле даже слегка она наклоняется, если ее пытаюсь ее наклонить, да, так как шапка очень пышная, листья очень пышные. Есть одна детка у нее, которая растет вот здесь из земли, очень красивая. Красивый сорт, которому требуется не особо яркое освещение, но хорошее освещение, так как листья очень белые, да, хлорофилла очень мало. Вот такой кустик, он был в этой посылке. Одна из 4 агланем, мне она очень нравится. Давайте мы ее поставим здесь, пусть она здесь так и стоит. Следующая посылка с агланемой, по этой же посылке точнее нашла, Cherry Star. Опять-таки говорю, название, по которому она нашла. Тоже, на мой взгляд, очень красивое растение. Смотрите, какое яркое, пышное. На фотографии продавца она была значительно больше. Мне казалось, это был реально прям огромный куст. Но оказалось, она растение в одним стволе, без деток. Деток, надеюсь, даст в будущем. Собирается она здесь зацветать. Скорее всего, я обрежу этот цветонос. Да? Есть одно механическое повреждение на одном из листьев. Даже не вижу сейчас, где оно. Вот здесь. Здесь есть повреждение, но это пятнышко, оно не растет. Видимо, она была то ли залита, то ли получила ожог в свое время. Вот такая агланема. Смотрите, какая красавица. Какой яркий, сочный цвет. И насколько красиво она сочетается с вот этим. Они все у меня, кстати, сейчас в одной комнате. Кстати, по этой комнате, где у меня живет большая часть родных, тоже будет обзор. Посмотрите, какая роскошь. Полюбил я очень сильно агланемы. К сожалению, у нас их абсолютно не продают. Даже самые банальные сорта. Об этом я, кстати, вам расскажу. На пол поставлю ее в будущих моих обзорах по Тенерифе, по парку одному из Тенерифе. Я расскажу, почему у нас не продают агланемы. И как их сложно найти. Вот еще одна, это самая простая, я думаю, все вы ее знаете, агланема Мария. Да, вот такая вот агланема Мария. У нее 2 детки, как я знаю, это одна из самых неприхотливых агланем. Практически не нуждается в освещении, конечно, нуждается, но вот если места совсем нет, и самый темный угол для этой Марии подойдет. Да, она может там жить. Кстати, поделиться своим опытом, если вы выращиваете Марию в темном углу. Также у нее хорошо растут листья. Да, новые детки растут достаточно быстро, говорят, что она разрастается огромными кустами. Но моя пока не сильно шибко быстро растет, так как я сказал уже, примерно они все эти агланемы у меня уже около 3 недель. Да, последняя ко мне пришла через 2 недели после заказа. Всех их отправили в один день, все 3 посылки в понедельник, да, несколько недель назад, и вот эти пришли через 4 дня, на удивление. Обычно к нам идет в среднем все 8-10 дней, хотя по стране, если это материковая часть, то приходят посылки очень и очень быстро. Итак, еще одна посылка, еще одно растение, что-то меня козявит, почему говорю посылка? Еще одно растение, это вот такая агланема, такой баклажан. Шла она ко мне под названием Arctic Lime, арктический лайм, но опять-таки может быть у вас есть какое-то другое название для нее. Вот такая агланема, тоже очень красивая, на камеру она даже кажется немного зеленее. В жизни она совсем, вы знаете, прям как баклажан. Некоторые листья, вот здесь можно видеть, смотрите, они выходят практически белыми. С ней нужно быть аккуратным, насколько я знаю, потому что малейший перелив и начинают эти листья чернеть, особенно белые. Да, поэтому хорошо я их просушиваю. Агланему в целом я даю всегда просыхать. То есть не 100% просыхает грунт, но практически полностью. Да? Корневая у них хорошо напитывает в себя влагу, листья тоже мясистые. В целом, как практически все ароидные, эти растения нуждаются в регулярной просушке, дабы не загнивали. Да? Лучше их просушить, чем они бы у нас стояли всегда в воде и начинали загнивать. Вот такая вот Arctic Lime поступила. Следующая посылка
Я получил ее через 10 дней, друзья. То есть это все было легко, 4 дня. Дальше начались проблемы с испанской почтой. Как обычно, именно в получении посылок здесь по стране приходят идеально. Здесь постоянная проблема. Вот такая аглоныма, шла на 10 дней ко мне. Вы знаете, она уже выровнялась. Кстати, вот тут один листик, я вижу, уже его можно будет убрать. Да? Вот сейчас закончу, что он уже сухой. Называется она, опять-таки, не точно, но Бидадари. Очень название такое своеобразное. Кстати, вот этот лист тоже, я вижу, не очень хорошо уже выглядит. В общем, вот такая аглоныма Бидадари. Тоже пришла она в один ствол. И пришла она, вы знаете, в каком состоянии? Она была вот так, листья. Вот, например, идет стволик ее. И вот так она была сложена. То есть буквой Г. Вот так вот она пришла ко мне, знаете, это Бидадари. И я ее поставил, соответственно, вот здесь окно, соответственно, в противоположном, да, направлении листва было. И она начала постепенно выпрямляться. Вот, наверное, уже больше недели она стоит, но еще пока эта Бидадари не совсем распрямилась. Вы можете видеть, насколько красивые тоже листья. Все разные, да, какие-то более желтые, какие-то более розовые, какие-то более зеленые. Надеюсь, она будет чувствовать себя хорошо. Но, вот, как всегда говорят, черешками светлыми аглоными они посложнее в уходе. Посложнее в уходе в том плане, что нуждаются в большем количестве света. Чем меньше зеленого цвета хлорофилла, тем больше нужно освещение. Но она стоит возле окна. Там яркое рассеянное солнце на нее попадает, и чувствует она себя вроде бы неплохо. Хотя я вижу, что вот пара листьев, ну, она, я говорю, провела, она была без горшка, кстати. Хорошо, все 3 посылки, на самом деле, продавцы все молодцы, были запакованы. Все я покупал через приложение Wallapop. Меня часто спрашивают, давайте пока я подержу, расскажу немного, где я покупаю растения. Ну, многие, я думаю, зрители заходят, просто не знают, где я живу. Как я уже сказал, живу на острове Гран-Канария, это в Испании. И есть такое в Испании приложение Wallapop. Ой, кто живет в Испании и хочет заказать какие-то аглоnemы, вы можете посмотреть в Wallapop. Это, пожалуй, единственное место, где их можно найти. Ну или где-то на континенте какие-то там изредка можно встретить сорта. Да, когда я не так давно был на материке, я купил там 2 сорта, тоже обойдя 10-15 магазинов. И еще одна аглонема, которая шла 2 недели, друзья, 14 дней. Я думал, что этот заказ потерялся абсолютно, потому что она не приходила. Девушка ее еще отправила без отслеживания, то есть, соответственно, посылка. Все 3 посылки шли без отслеживания. Но вот это она просто потерялась. Но вы знаете, она меня очень порадовала, когда она пришла спустя 14 дней. Вот такая аглонема White Kiwi, либо Snow White. Да, она пришла с 3 или даже 4 детками. Посмотрите, какая симпатяга. Вот такая большая аглонема. Есть у нее пара листьев с механическими повреждениями. Они были изначально. Шла она без горшка, но она была запакована в грунт. Еще был мох вокруг нее обмотан. Да, возможно, ей это помогло выжить эти 14 дней в посылке. Еще плюс какая стоит страшная жара, то есть она где-то в посылках этих лежала в складах. Да, то есть на нее могло светить солнце на коробку. Но вот при этом вот такая красота. Да, посмотрите, какая роскошная аглоанема. Она, пожалуй, самая крупная из всех, что мне пришли. Вот такая аглоанема. Да, Snow White, типа Белоснежка. Либо White Kiwi, белый киви. Такая красота. Посмотрите, какое мощное, красивое растение с зелеными черешками. Я думаю, расти она будет хорошо. Вы знаете, мне кажется, она выдала уже мне 1 или 2. Вот этот новый листик, это точно новый. Еще один, я вижу, растет. Детки дали 2 или 3 новых листа. То есть прекрасно. Вот такая аглонема, прям всем аглонемам. Аглонема мать. Да, вот такая роскошная, на мой взгляд. Очень я и рад. Да, это опять-таки моя коллекция аглонем чуть пополнилась. К сожалению, не могу сильно много растений покупать, так как места нет, а хочется, чтобы все, кто уже есть в коллекции, хочется, чтобы они хорошо росли. Да? Иногда даже приходится кого-то продавать или дарить, потому что, ну, нет места. Но вот эти аглонемы, они меня радуют, поэтому буду их держать у себя. Да? Вот такие 6 аглонем я получил за 14 дней, в течение 14 дней я их получал. И вы знаете, я был в этой поездке на Тенерифе, как я уже сказал, будет оттуда видео-прогулка. На следующей неделе она выйдет, я прям в Крой Бизнесу запишу звук. И я купил, вы знаете, тоже был во многих садовых центрах, так как мне было любопытно. Выбор абсолютно стандартный, как везде. Даже у нас, мне кажется, выбор лучше здесь на острове. Но вот я купил там себе такой Philodendron Painted Lady. Филодендрон. Всегда думаю, как правильно сказать. Мне кажется, и так. Томато, да, в английском. То же самое. Филодендрон. В общем, вот такое растение. Посмотрите, крупный куст. Тут 5 или 6 точек роста. Я еще даже не пересаживал. Это редкое для меня явление. Он уже больше недели у меня стоит без пересадки. Но выглядит он хорошо, выдает новые листья. Поэтому пока мне не печет его пересадить. Смотрите, насколько красивая листва. Может так
даже спутать с агланемой при желании, да? Смотрите, роскошное какое растение. Он не кустовой, он растет вверх, листья становятся крупнее, надо будет его переводить постепенно на опору. Но так как он достаточно пышный, да, много растений, то я думаю, будет расти он хорошо. Вот такая красота, друзья. 7 растений. Единственная, кстати, покупка с Тенерифе. Я там держался, вы не представляете, как я себя сдерживал, чтобы ничего не прихватить. Даже были моменты, я подходил на кассу, у меня было 2-3 горшка в руках. И такой потом, зачем? Ну куда ставить? Ну это же такое уже просто какое-то дай. Надо с этим работать. И я вот решил, ничего, я несколько горшков даже отставлял там для себя, думал, вернусь за ними, но не вернулся. Забрал только этот Painted Lady. И вы знаете, одна покупка, но я очень ей рад. Потому что каждый лист это просто произведение искусства. Все, друзья, спасибо всем, кто был со мной. На следующей неделе мы увидимся с вами в видео прогулки по парку. Всем, кто любит. Какую-то у меня сегодня проблема с речевым аппаратом. Видимо, общение на разных языках делает свое. Да, у меня постоянно какие-то разные окончания получаются. Все, всем был рад. Спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк при желании. Заходите также в Инстаграм, название моего Инстаграма. И всем добра, берегите себя. Пока-пока.